Привет, привет, рыцари аудиомеча и топора. Сегодня я хочу сделать завершающий выпуск по короткому 6 сезону и представить вам уже готовые колонки. Вот они стоят перед вами. Двухполосные колонки на базе излучателей СИС, то есть низкочастотного динамика СИС и высокочастотного динамика СИС, каждый из которых имеет некие уникальные свойства, о которых я рассказывал в предыдущем видео, и которые себя, надо сказать, в итоге оправдали. Звучание этой модели, звучание этих колонок мне довольно понравилось. Я расскажу об этом сейчас более подробно. Вот вы видите одна колонка, вот за мной вы видите стоит вторая колонка. Прежде всего, кстати, хотел бы я обратить ваше внимание на цвета этой колонки, цвет корпуса этой колонки в частности, который подвергся критике. Всего пару человек, правда, в комментариях указала свое отрицательное отношение к такому цвету. Я не могу согласиться. Мне кажется, что в современном интерьере должны быть некие такие вещи, которые как цветочек на лацкане у женщины там, или платочек у мужского смокинга должны завершать композицию. Даже не завершать, а в общем-то создавать целостную картину из разрозненных, в общем-то, компонент мебели, компонент техники, которая так или иначе сопутствует этим колонкам, компонентам декора и так дальше. То есть этот цвет мне, несмотря на то, что он флуоресцентный, или как это правильно сказать, контрастный такой, несмотря на это, он в общем интерьере не раздражает глаз. Это я свои, конечно, передаю вам ощущения, но предлагаю быть снисходительным к этому вопросу и даже попробовать прицениться как бы. Потому что черные колонки, белые, серые колонки, дерево, под дерево, деревянной отделкой, пусть даже натурального дерева колонки, они как бы есть, это вроде бы классика, но эти, мне кажется, более современными. Я их сделал в качестве кича, вы поймите. То есть я не собираюсь их кому-то предлагать. Я же не тулю это все. То есть вам в качестве какого-то окончательного решения предлагаю просто порассуждать. Поэтому. Ладно, итак, что по сути? По сути я собрал, наконец, кроссовер, установил, понятное дело, записал звучание этих колонок в разном виде. Дам вам сегодня его послушать. Вот, что я провел некоторое время в отслушивании вариантов. Их оказалось довольно много, пришлось попаять, побегать с этим кроссовером в другую комнату, где я паяю, допустим, закручивать, выкручивать его, но оно того стоило, я вам скажу. Каждый из этих динамиков имеет уникальное свойство, как я сказал. Например, басовый динамик, он невелик размером, но имеет заметную мощность, допустимую, и позволяет при этом развивать довольно приличное языковое давление, как ни странно, звучит довольно басовито. При том, что он в ничтожно малом корпусе по современным меркам располагается, резонатора, и звучание его при этом достаточно басовито, и благодаря хорошему соотношению BL, то есть силы электромагнитной системы по отношению к массе этой самой подвижной системы, он играет очень разборчиво, очень детально, и это очень приятно. То есть это слышно просто. То есть динамик, который скрадывает как бы некие мелкие детали, и при этом звучание получается более приемлемым, более комфортным. Есть такие динамики, я имею в виду. И многие из них пользуются спросом именно за эту мягкость и всеядность при этом. А этот динамик нет, он отрабатывает мельчайшие, по возможности, мельчайшие детали. Понятно, что там, где есть подвижная система, там нет фиксированных каких-то позиций звучания. То есть каждый из них представляет собой переходной процесс, который растянут во времени. То есть любую атаку, удар, хлопок, щелчок, он растянет во времени для того, чтобы ему выдвинуть эту систему туда-сюда, обратно.
и создать звуковую волну с параметрами, напоминающими те, которые были вот в этом вот хлопке. Так вот, он делает это достаточно успешно. Ну, мне нравится, по крайней мере, мне понравилось, как он это делает. Его оказалось довольно легко обрезать сверху. С ним я хлопот не имел, зато вот имел хлопоты с высокочастотным динамиком. И тот самый горб, который я вам показал на его АЧХ с высокочастотной части, выше 20 кГц. Давайте я вам покажу сейчас. Вот смотрите, это АЧХ этого динамика без оформления. Ну, он высокочастотный, поэтому имеет значение нам вот эта область от 2 кГц. Я чуть позже уточню. И вот я сейчас говорил о вот этом жутком подъеме, вызванном, видимо, технологическими особенностями. Это паразитная штука, она очень нежелательная и нехороша, я понимаю, но это все происходит выше 20 кГц, что, в общем, в подавляющем большинстве музыкальных произведений не касается этого диапазона. Ну, я имею в виду даже не произведение, а скорее всего форматом. Например, MR3 здесь уже как бы не живет. Ну, так или иначе, вот эта штука производит некое ощущение жесткости звучания, потому что фронт, передаваемый сигналом с высокочастотными гармониками, утрируется вот этим вот горбом, и получается, что купольный какой-нибудь динамик с текстильным куполом или ленточный динамик, вот мой фронтек любимый, он бы звучал здесь помягче. Это звучит пожестче, поэтому, конечно, некое характерное звучание присутствует. Но основная проблема у меня вызвал вот этот вот горб. Этот горб на 1 кГц, потому что, будя резать его, допустим, на 2-3 кГц, это здесь или здесь, допустим, вот здесь вот, если пустить кривую вот так, этот горб останется где-то в заметном малом ослаблении и будет участвовать в этой всей процедуре. Короче говоря, я переделал кроссовер, несколько уточнил вот эти вот компоненты. Делитель в основном пересмотрел. Тут я очень много сомневался, потому что хотелось и помягче сделать звучание с одной стороны, то есть увеличить этот делитель. С другой стороны, хотелось получить максимально плоскую АЧХ, и приходилось его уменьшать. Вот так вот это получилось у меня по симуляции в этой программе. Напомню, что вот эти кривые реальные, это не симуляция, не макет, как бы снятый до построения кроссовера, как бы именно для этой цели. И вот этот горб на 1 кГц, видите, я его завалил, скажем так, тут уровень 95, здесь 70, то есть на 25 дБ. Это, конечно, очень много, но на самом деле хотелось бы много больше. Вот если бы его не было, представляете, какая была бы эта кривая классная? То есть низкочастотная область бы была более хорошо отработана, то есть без участия этого твиттера, без зоны совместного излучения вот этих вот двух динамиков. Вот, с другой стороны, этот динамик SIS позволяет, высокочастотный, позволяет там чуть ли не 200 Вт у него вкачивать, и поэтому ему как бы это не столь уже важно. С другой стороны, он даже дополняет каким-то образом в этой самой зоне совместного излучения звучание басового динамика. Вот. Я измерил АЧХ того, что получилось. Вот это все смотреть не надо, потому что это реально мерилось для цели именно оценки сшивки вот этого интервала. То есть, вот это должно было получиться, правильно? То есть, вот так вот оно где-то и получилось, собственно говоря. И все это видно здесь. Сюда не вошел вот этот горб, который здесь, хотя я где-то снимал его в этой программе, некоторые пользователи просили. Вот он, этот горб, пожалуйста, вот 20 кГц, и вот над ним возвышается этот горб. Он возвышается где-то от 85-95 на 10 дБ, даже больше. Но нас сейчас интересует вот эта вот зона, которая вот как бы... Да, и вот тут я вам объяснил эту проблему, которая была здесь. При составлении этой комбинации, этой сшивки, этого кроссовера. Да, тем не менее, ничего так получилось. И звучание этого всего вышло более-менее сбалансированное и хорошее. Я скажу, что вполне можно было бы обойтись без сабвуфера.
Я больше скажу, я его ни разу не включал с тех пор, как начал отслушивать компоненты этой модели, этого сезона и результаты этой работы. Я его не включал, потому что и так как бы хватает. Комнаты, конечно, добавляются такое, но это же не первая модель у меня здесь уже звучит, как бы я могу сравнить. Короче, приятно удивляет этот динамик SIS басовый, приятно удивляет высокочастотный динамик. Но в основном я его ценю, пищалку эту, за то, что он в поршневом режиме нормально работает на частотах выше тех, когда текстильные купольные твиттеры перестают жить нормальной жизнью и уходят от нас как бы в астрал. То есть вот это вот все показывают. Да. Ну, я имею в виду сканы, которые я на клипе-анализаторе вам показывал. Для этого твиттера и для обычных других тканевых, недешевых купленных твиттеров. Да, поэтому он нравится как бы. Поет эта система неплохо. Я вам сейчас, знаете, что заряжу-ка я вам небольшой сет барабанов, набор звуков барабана. В этом кусочек будет музычки для оценки этой модели. Недурно, не правда ли? Какое же практическое значение может иметь это видео, этот сезон, это моя деятельность, которую я вам показываю? Заставить вас подумать о звучании, о формировании звучания, что от чего зависит, взаимосвязи в акустической системе или даже акустическая система с остальным трактом. А может это заставит вас пересмотреть или отношение к звучанию, или отношение к излучателям этого звучания, или ко всему транспорту, назовем это так, который доставляет из концертного зала звук в ваш дом. То есть, что можно сделать, как можно оценить, чего можно ожидать, на что можно рассчитывать и надеяться, а что является, в общем, никчемной догмой или рудиментом, который давно уже умер, а мы продолжаем к нему тяготеть, его искать где-то. Это я вам показал на современной элементной базе, то есть, ну, скажем так, это одни из последних достижений вот этой вот науки, сегодняшней электроакустики в частности. То есть и бренд приличный, и изделия как бы, ну, очень хорошего качества, ну, вот, имеющие хорошую прессу и все такое. Ну, я подтвердил это некими измерениями, уникальными, надо сказать, которые, ну, виброметр клипеля я имею в виду, который вы не увидите. Ну, его не показывают такие вещи людям, потому что действительно это нужно интерпретировать. Тут пишут какие-то несчастные люди, что это мультфильм. Мультфильм. Дорогой мультфильм получается. Это оборудование очень дорого стоит, и оно настолько наукоемкое, что... Да. Короче, я был рад протестировать эти излучатели SIS, построить эту небольшую систему. Если есть вопросы, задавайте. Да, там обсуждался вопрос купить, где можно купить, что якобы я сказал, что их невозможно купить. Нет, господа, это
широко предлагаемые во всем мире динамики на всех торговых площадках. Назову главные из них — это Medisound и Part Express. Однако есть много локальных магазинов, которые представляют эту продукцию. Ну, эту, в смысле, вот СИС, например, или Монокор, который был в прошлом сезоне, те самые сиреневые колонки. Вот. Да, все это там есть. Стоит это... Тоже насчет стоимости был неприятный комментарий о том, что человек мне написал здесь, что называемые мною цены он считает несуразными, и красная цена тем колонкам 5-го сезона предыдущего, это сиреневая, он так назвал, $150, типа. Ну, понимаете, можно и украсть, вообще бесплатно будет. Но я указал цены, если не указал, то вы можете посмотреть в интернете на эти модели динамиков, которые я указал. Там одни стоят 100 с лишним долларов, другие там 50 с лишним долларов, катушки кроссовера, конденсаторы стоят от там, 5 до 20 долларов или больше даже. Если все это сложить, получится... Не знаю, да, ну корпуса вот это хотя бы за материал, за краску, все это стоит денег. Терминалы, кстати, кабелечки всякие, все это стоит каких-то денег. На бюджет там 400-500 долларов, допустим. И это стоимость компонента. То есть я предположил, что будет производиться серийно, эти колонки стоили бы там вот от 1000 долларов, а если они будут брендированы кем-то со звонким именем, там, не знаю, ну не буду называть, зачем же, то и 1500 больше тысяч долларов стоили бы те сиреневые колонки. Нам с вами или вам может не нравится их звучание, не нравится концепт, то есть куда это такая маленькая, там, несерьезная и так дальше, надо пятиполосную или еще какую-нибудь глупость. Да, согласен, это нормально, но то, что я показал, это вот такой вот букетик, аудиобукетик, который я предложил вашему вниманию именно для обсуждения, опять же, с целью разговора о понимании вот этого формирования звуковой волны, вообще смысла этого всего и так дальше. Вот, затем пока, значит, сейчас я вам поставлю на своем старом наборе треков, как звучит этот 6-й сезон. Видео с новым набором треков уже должно было выйти на канале, быть. Послушайте, там на более качественном материале записано звучание этой же системы. Ну, напомню, что в видео звучат запись с микрофонами Behringer ESM 8000 этих колонок здесь у меня в этом помещении. Ну, я предпринял некоторые действия, выдвинул подальше от стен, там тыры-пыры, там жалюзи и так дальше. То есть жалюзи, у меня такие портьеры тяжелые, знаете. Вот. А видео вы увидите график там оригинальной дорожки, которая с файла просто берется, спектрограмма, я имею в виду, и той, которая звучит для того, чтобы увидеть потери, которые вносят это, в частности, тестируемая аудиосистема. Там в подписи будет прямо написано DAT, то есть Device Under Test, да, то есть, ну, такое. Так принято при тестах. Затем пока, друзья, auf Wiedersehen, надеюсь, еще увидимся.